Друзья, всем огромный привет, я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе у нас 19 июня 2025. Ну и все, можете меня поздравить, я вернулся из своего мотопутешествия, которое очень долго ждал и к которому так тщательно готовился. Все когда-то в жизни заканчивается. Вот, я буквально хотел пару слов сказать, как все прошло. Значит, вот она, Атика. Значит, в целом путешествие составило 19 дней и 7500 километров. Ну, по-моему, 7600, ну, округлим, 7500 километров, 19 дней. Вот так выглядит мотоцикл. Вот. Было одно небольшое падение, и я вот сейчас просто обратил внимание, вот здесь зазор, тут между дугами, и здесь вот свободно, да. То есть вот эта вот сторона, ну и она, получается, на левый бок упал, и вот здесь вот чуть-чуть вот это подогнулось. Вот, сама дуга, я думаю, не согнулась, а именно вот это крепление. Ну, мы потом дугу снимем, отогнем назад, и все. Вот, падение было такое небольшое, просто по колее ехал в траве и, короче, бум, на бок завалился. Ну, не суть. Значит, что хотел бы сказать. Я проехал практически, наверное, большую часть турецкого ТЭТа. Я планировал частично заезжать на ТЭТ, но получилось, что я практически как заехал на него и фигачил практически по нему до самого конца. Вот, и сегодня утром я лежал, думал и перебирал в голове, как все это самое прошло. И, знаете, по-моему, вот это путешествие вот 25-го года было самым, ну, так скажем, энергозатратным, самым таким трудным, потому что каждый день, как только я высадился с парома на берег Греции, каждый день у меня был бездорожье. Был участок с бездорожьем, с подъемами, со спусками, грейдер, гравийка, полевые дороги и так далее, неважно. Каждый день, я вот так вот начал проанализировать, что каждый день я сталкивался с бездорожьем. Ну, это и хорошо, я, в принципе-то, я именно на это и рассчитывал, и именно это было моей целью. Вот, я вспоминаю разные там походы, были там сложные участки, конечно, но день-два сложного участка, вот, допустим, Албания была в каком-то году, там 2 дня я там мудохался, я там все силы свои оставил в грязи, да, ну 2 дня и все. И потом я уже ехал так по более-менее таким простым дорогам. Там. Допустим, на Стелле Альпине еще в начале 2000-х годов мы там зажигали очень здорово, но был более легкий мотоцикл и без снаряжения. А здесь, значит, в этот раз полностью снаряженный мотоцикл и каждый день по дорогам. Я уже немножко так посмотрел свои видео, что там я привез, и так глянул самые там пару крутых таких подъемов. Но на камеру, конечно, это кажется вот так. Вот чуть-чуть заметен подъем, а в реальности там, конечно, вот. Ну, ладно, это такие издержки. Значит, по мотоциклу хочу сказать 0 нареканий. Вообще просто не то, что нарекания, я просто заслуживает только похвалы. Я вот ее даже обниму. Атику мою обниму. Просто обалденный мотоцикл. Ни разу нигде не спасовал. Значит, я, не проверял масло. Один раз я проверил уже на обратной дороге, чисто так это. Ни одной капли не долил масла. Значит, ни разу не подтянул цепь. Вот, но цепь я смазывал всегда, каждый день я наливал вот этот бачок, и за день он у меня уходил, да, с котоллера. Вот. Вот она, видно, как смазана. Насчет погоды тоже все было просто замечательно. Жара, конечно, но ни одной капли дождя я не встретил за весь поход. Как выехал и приехал вот до гаража, ни одной капли дождя. Сумка с дождевиком, которая у меня здесь висела, и с камерами, запасными камерами, так и ни разу и не была открыта. Вот еще раз убеждаюсь в правильности выбора концепции с сумками. Просто все очень здорово, очень все хорошо.
Короче говоря, я, наверное, потом как-нибудь сниму отдельное такое видео, чисто обзор по мотоциклу, какие вещи пригодились и насколько они были полезны, да, чисто так пробежимся. Вот. А сейчас просто хотел сказать, что я уже потихоньку начал работать над видео, ну там пока сортирую туда-сюда. Вот. И да, одна ложка дегтя все-таки сама была, ну как без нее, да, это с дроном у меня вышла засада. Сначала я его экономил, батарейки, потому что вот хотел полетать именно там, где я предполагал, просто будут сногсшибательные такие виды. Вот, и, короче, я выронил из рук дрон, он у меня упал на камень и, короче, сломался. Да. Получилось так, что упал прям кнопкой вот этой включения, она туда провалилась и, короче, все. И полетать мне удалось совсем чуть-чуть. И, в общем-то, грубо говоря, надо было мне все-таки дома потренироваться. В теории я все знал, как управлять, как вот этими настройками там. Но в реальности оказалось, когда у тебя нет вот этого опыта, да, мышечного, так скажем, мышечной памяти, вот какая-то любая там, значит, функция выскочит, и ты не знаешь, как, короче, вести. Короче, значит, с дрона видео будет очень-очень мало, и, в общем-то, ну, практически его не будет. Вот, это единственное, что как-то меня огорчает в этом путешествии. Значит, семерка, которая у меня здесь на руле стоит, она тоже что-то заглючила просто капитально. Задний экран не работает, значит, все не работает, и связи у нее не было. Короче, я так думал, что она вообще ничего не записала, но она записала. Вот, и потом я перешел уже 2,7К режим. Вот, не знаю, как оно все совместится с 4К. В общем, ну, посмотрим. Вот, это вот такие два небольших косяка. Вот, а так в целом прошло все просто замечательно. Еще хочу сказать, что вот это направление, Турция, да, и вот эти горы, и было совершенно правильным, на мой взгляд, и просто там сногсшибательные виды и так далее. И вот даже я сейчас могу вам показать свидетельство. Ребята, это трындец какой-то. Вы даже не представляете, куда я заехал. О, это вы еще мои глаза не видите, они вот такие вот огромные, я вам сейчас покажу. Вот, ну и последнее, наверное, что я хотел бы сказать, что Турция до сих пор у меня было уже, по-моему, 5-е путешествие в Турцию. Турция остается номер 1, потому что вот это разнообразие дорог, ландшафта, вот этот размеры и обилие дорог, красивейших перевалов и так далее, так далее, так далее. Ни одна страна здесь поблизости не может предоставить вот такой уровень. Вот такое разнообразие дорог и вот этой такой, знаете, свободы передвижения, куда захотел, туда и еду практически, да. Вот, ну, Турция остается в этом плане лидером, вот, на мой взгляд. Вот, поэтому, в общем, все, друзья, я заканчиваю тогда видео и по мере возможности буду монтировать, значит, видеоролики, и как уже наберется у меня хотя бы там несколько частей, потом начну выкладывать их тогда в YouTube, а до того, может быть, я 1-2 таких коротеньких ролика запишу по поводу мотоцикла, может быть, снаряжения и так далее, пока весь тот материал будет готовиться. Вот. Ну, примерно вот такие планы. Ну, как быстро это будет, я не знаю, но посмотрим. Вот. Как говорил мой дедушка, посмотрим, сказал слепой. Вот, ну а вам всем желаю здоровья, счастья, любви и всех благ.